Сегодня мы поговорим про минерал, который, возможно, не так часто мелькает в исторических хрониках, как его ближайший родственник, но тем не менее играет свою важную роль как в мире природы, так и в некоторых интересных областях человеческой деятельности. Этот минерал скрывает в своих кристаллах удивительные формы и иногда поражает своими неожиданными происхождениями. Сегодня про арагонит. И перед тем, как мы продолжим наше знакомство с этим необычным минералом, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. С вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра! Начну, как обычно, с названия. Официально этот минерал получил свое имя в 1797 году благодаря известному минералогу Абрааму Готлобу Вернеру. Он назвал его в честь испанской провинции Арагон, что прямо указывает на место, где впервые были найдены и описаны его характерные кристаллы. Интересно, что до этого момента арагонит часто путали с кальцитом, ведь оба они являются карбонатами кальция, но имеют совершенно разную кристаллическую структуру. И хотя арагонит не может похвастаться таким количеством легенд, связанных с древними цивилизациями и чудесами света, как кальцит, его необычные формы наверняка могли вызвать у наших предков восхищение. Вспомните хотя бы пещеры. Вы, конечно же, знаете, что сталактиты и сталагмиты часто бывают кальцитовыми, но не менее распространены и арагонитовые натечные образования. Дело в том, что условия образования в пещерах, температура, давление, химический состав воды могут способствовать осаждению как кальцита, так и арагонита. Поэтому, любуясь этими подземными красотами, помните, что их создателем мог быть и наш сегодняшний герой. А уж перламутр, который состоит из микроскопических пластинок арагонита. Кстати, у меня есть отдельное видео про жемчуг, обязательно посмотрите. С его неповторимым радужным сиянием наверняка вдохновлял поэтов и сказателей на создание прекрасных легенд о его божественном происхождении. То же самое касается и кораллов, видео о которых также есть на канале, ведь их скелеты во многом состоят именно из арагонита. Арагонит – это минерал карбоната кальция с той же химической формулой. Но в отличие от кальцита, он обычно образуется в условиях более низких температур и более высокого давления, а также часто в биологических системах. Например, именно арагонит является основным строительным материалом раковин многих морских обитателей, моллюсков и кораллов. Представьте себе, целые рифы, эти удивительные подводные города, во многом построены благодаря арагониту. Твердость арагонита немного выше, чем у кальцита, и составляет 3,5-4 по шкале Мооса. Это означает, что он все еще относительно мягкий, но чуть более устойчив к царапинам, чем его известковый брат. Цвет арагонита может быть весьма разнообразным, включая бесцветный, белый, серый, желтоватый, зеленоватый, который может быть обусловлен, например, присутствием никеля или меди, голубой, часто благодаря примесям меди, и даже фиолетовый. Блеск его часто стеклянный, иногда смолистый, а у волокнистых разновидностей может быть даже шелковистым. Сам минерал имеет ромбическую кристаллическую структуру, принадлежащую ромбической сингонии, и именно это отличие в кристаллической решетке от тригональной структуры кальцита обуславливает многие уникальные свойства арагонита. Например, он не обладает таким ярко выраженным двойным лучепреломлением, как исландский шпат, прозрачная разновидность кальцита, но зато арагонит может образовывать совершенно потрясающие по своей красоте формы. Существует несколько действительно уникальных видов арагонита, которые поражают своим разнообразием и редкостью. Некоторые из них известны своей необычной красотой и высоко ценятся коллекционерами. Железные цветы. Это, пожалуй, один из самых необычных и желанных для коллекционеров видов арагонита. Минерал образует извилистые, трубчатые или кораллоподобные агрегаты в пещерах. Их белый или слегка желтоватый цвет и хрупкая воздушная структура, напоминающая застывшие белые цветы, делает их очень эффектными и, как правило, редкими за пределами пещерной среды. Голубой арагонит – редкая и невероятно красивая разновидность, окрашенная ионами меди в нежные или насыщенные оттенки голубого и бирюзового. Насыщенный цвет в сочетании с прозрачностью кристаллов делает его особенно ценным, а лучшие образцы находят в Мексике. Игольчатый арагонит. Длинные, тонкие как иглы кристаллы арагонита часто образуют плотные пучки или солнца. Хотя и не такая редкость, как предыдущие виды, хорошо сформированные и крупные агрегаты игольчатого арагонита с красивым цветом могут быть весьма ценными. Кристаллы-спутники.
Эти сферические или эллипсоидальные агрегаты, состоящие из радиально расходящихся псевдогексагональных кристаллов, действительно напоминают искусственные спутники. Их необычная форма и часто привлекательный коричневатый оттенок делают их популярными среди коллекционеров. Обычно качественные образцы поступают из Марокко. Эти примеры демонстрируют, насколько разнообразным и порой удивительно редким может быть арагонит. В коллекциях минералов эти уникальные формы и цвета занимают особое место. Иногда в природе встречаются удивительные образцы, которые представляют собой тесное срастание арагонита и кальцита, образуя живописные кластера. Посмотрите на этот потрясающий образец, известный как септария, Septarian Dragonstone. Вы видите, как коричневатые участки арагонита контрастируют с яркими желтыми кристаллами кальцита, образуя друзу по центру. Эти образования, сформировавшиеся миллионы лет назад, демонстрируют нам удивительное соседство двух форм одного и того же химического соединения. Места добычи арагонита разбросаны по всему миру. Известные локации есть в Испании, в том самом Арагоне, в Марокко, Австрии, где добывают железные цветы. Уникальные арагонитовые пещеры есть в Словакии. Встречаются красивые образцы в США и в многих других регионах. Но, пожалуй, самые впечатляющие месторождения арагонита – это коралловые рифы по всему миру, созданные кропотливым трудом крошечных морских организмов. Сегодня арагонит находит свое применение в нескольких интересных областях. Благодаря своей способности поддерживать щелочную среду и выделять необходимые элементы, арагонитовый песок незаменим в морских аквариумах, особенно рифовых. Иногда его используют в качестве добавки в корма для животных. А уж как коллекционеры всего мира охотятся за его причудливыми формами и необычными цветами. Перламутр, состоящий из арагонита, по-прежнему ценится в ювелирном деле и декоративно-прикладном искусстве. Это было наше знакомство с удивительным и многоликим минералом – арагонитом. Надеюсь, вы узнали что-то новое и необычное для себя. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!